Париж – это не только Эйфелева башня, Лувр, Елисейские поля и круассаны по утрам. Под землей этого города скрываются катакомбы, одно из самых пугающих мест французской столицы. Здесь даже есть свои улицы. Так, здесь уже приходится немножко нагинаться. Здесь люди писали что-то. Но там тоже есть дальше туннели. Это те, кто были привезены из кладбища невинных. Такие маленькие черепа, будто детские. Это масштаб, конечно, поражает. Немножко нагоняет жуть, если честно. Связи, естественно, нет. Поэтому, если заблудиться, то, не знаю, возможно, заметит твое отсутствие через какое-то время, конечно. В этих катакомбах находятся останки около 6 миллионов парижан, всех, кто умирал при эпидемиях чумы, свозили сюда. Немножко жутко стало. Обычно тут ходят группами. Я вот сейчас иду одна. Здесь даже есть свои улицы. Написано, что это Авеню де Монсурис. Здесь не все, кстати, открыто. И есть еще туннели, которые неофициальные. Люди туда ходят на свой риск, кстати. Катакомбы Парижа были возведены на месте древних римских каменоломен, построенных здесь еще в Средневековье. Из добытых камней были построены многие из самых известных и знаковых зданий Парижа, включая Лувр, Сен-Шапель и Нотр-Дам-де-Пари. Но архитектурные амбиции парижан продолжали расти, а вместе с ними увеличивалась и протяженность тоннелей. Сегодня общая длина подземных коридоров достигает порядка 280 километров. Существуют задокументированные факты того, что люди просто терялись в этих лабиринтах. Сторож церкви Валь-де-Грас в поисках винных погребов пытался исследовать туннели каменоломен, протянувшиеся на сотни километров. В 1793 году он заблудился в этом лабиринте, и его скелет нашли только через 11 лет, опознав по ключам и одежде. Так, здесь уже приходится немножко нагинаться. Такое достаточно замкнутое пространство. Здесь люди писали что-то. Вот этот длинный коридор в неизвестное немножко нагоняет жуть, если честно. Изначально здесь добывали камень и строительные материалы, поднимали это на поверхность. Потом это все стало обрушаться. И это все решили превратить в такие вот катакомбы. Кстати, здесь вода. Не знаю, слышно или нет, но здесь бежит вода. Здесь вот видно что-то, остатки шахты. Это как отсюда поднимали строительные материалы. В средние века высокий уровень смертности стал причиной того, что все кладбища, находившиеся в черте Парижа, оказались переполненными. Больше всех доставалось кладбищу невинных, одному из самых старых мест погребений в Париже. К середине XVIII века кладбище стало местом погребения 2 миллионов тел. Постепенно кладбище становилось рассадником инфекций, чудовищный запах стал вызывать недовольство горожан, но власти под влиянием церкви медлили. Наконец, в 1780 году стена, отделявшая кладбище невинных от домов на соседней улице, обрушилась. Подвалы домов наполнились останками умерших и огромным количеством грязи и нечистот.
После этого вопиющего случая кладбище окончательно закрыли, и останки стали свозить в парижские катакомбы. Там закрыто. Проход закрыт. Но там тоже есть дальше туннели. Тут еще какая-то подземная сеть. Также закрыта. А вот здесь уже вход в сами катакомбы. Здесь на французском написано, что входите в город мертвых. Здесь находятся останки жертв эпидемии чумы, французской революции, Варфоломеевской ночи, таких известных личностей, как Дантон, Жак Батист, Робеспьер, Шарль Перро. Они как-то зацементированы, что ли, чтобы вся эта конструкция не развалилась. Такие маленькие черепа, как будто детские. Выложено сердечком, так мило. Череп на самом деле это не очень прочная конструкция. Здесь у нас указатель говорит, что это те, кто были привезены из кладбища невинных. Кладбище невинных было основным кладбищем Парижа очень долгое время. Находилось оно в черте города. Государственный совет постановил перенести кладбище невинных в бывшие каменоломни. Трупы стали эксгумировать и вывозить в катакомбы в крытых повозках. Все делалось вручную и исключительно по ночам, так что процесс изрядно затянулся. Сначала они были просто свалены в кучи, но в начале 19 века инженеры придумали кое-что поинтересней. Черепа и кости стали раскладывать в виде узоров, аккуратных рядов и крестов. Не забывали также и о памятных табличках с цитатами о смерти, чтобы приходящие не забывали о бренности собственного бытия. А вот здесь они сделали таблички людей, откуда их привезли. Это из какого-то госпиталя Сен-Дени. Видимо, были какие-то эпидемии, пандемии. И вот все жертвы собраны, в общем, здесь. Первых туристов стали пускать в катакомбы лишь в 1809 году. Незадолго до открытия в прессе было заявлено, что данному памятнику следует уделить особое внимание, поскольку он является ярким символом французской революции. И это имело смысл. Многие останки в катакомбах действительно принадлежат людям, погибшим в те годы на баррикадах. Французы смогли придать смысл и нагромождениям костей, ведь судьбы всех мертвецов в этом месте так или иначе в итоге слились в единую, поэтому отдельные памятники им не нужны. Здесь приходится вот так вот сгинаться, нагинаться. Такие низкие проходы. Лишь малая часть катакомб сегодня доступна для людей, остальное пространство закрыто. За все время своего существования эти туннели обросли множеством городских легенд. Среди них есть и достаточно таинственные происшествия, когда люди терялись в этих темных коридорах города мертвых. Поэтому нельзя быть точно уверенным, что катакомбы необитаемые, и неизвестно, сколько еще людей могут остаться здесь навсегда. Масштаб, конечно, поражает. Здесь 6 миллионов, поэтому здесь закрыто.